Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы откроем двери в самые мрачные уголки нашего прошлого. Вы когда-нибудь задумывались, какие секреты скрыты под землей? Что она может рассказать нам о древних людях и их страшных ритуалах? В этом видео мы собрали самые жуткие находки археологов, которые заставят ваше сердце биться чаще. От таинственных захоронений до странных артефактов, каждое открытие может стать ключом к разгадке древних тайн и ужасов. Мы расскажем о таких находках, как кричащая мумия, младенцы Ашкелона, Туринская плащаница, мумии из Килокитсока и многих других. Такие вещи не только расширяют наши знания о прошлом, но и вызывают страх и трепет. Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир древних ужасов. Но перед этим не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ни одного нового видео. А теперь устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Останки юной ведьмы. Италия. А вы знали, что если в средневековье девушку считали ведьмой, то ее хоронили лицом вниз? Ведь, согласно поверьям, такое захоронение не позволит умершей восстать из могилы. Более того, если человека даже после смерти рассматривали как угрозу, то жертву обезглавливали, клали ей в рот кирпич или камень и расчленяли. Жутко? Не то слово. Но вернемся к нашей итальянской ведьме. Останки девушки, казненной в средние века, археологи обнаружили в 2015 году в коммуне Сан-Каладжеро в Италии. По словам ученых, о том, что ее сочли ведьмой, говорит расположение лица покойной к низу. Судя по останкам несчастной, ее сначала сожгли, а потом четвертовали и закопали. Очевидно, что местные жители сделали все, чтобы покойная вдруг не очнулась. Наверное, вам интересно, по каким признакам девушку отнесли к ведьмам. Так вот, причиной казни, по мнению исследователей, стал ее бледный и болезненный вид. Покойная страдала от цинги, заболевания, вызванного острым недостатком витамина С. Девушке, предположительно, было 15-17 лет, совсем еще ребенок. А само захоронение, по данным ученых, датируется 9-15 веками. Младенцы Ашкелона, Израиль. Ашкелон – древний город на юге Израиля, который хранит в себе множество тайн. Но именно эта особенность пугает и вызывает чувство глубокого ужаса. В 1988 году во время археологических раскопок в этом городе под одним из древнеримских строений был обнаружен канализационный коллектор, который вел от общественных бань. Однако внутри коллектора археологов ждала самая жуткая находка – 1000 костей младенцев. По оценкам ученых, останки принадлежали примерно сотне детей. А что, если это и вовсе не была баня, а некое заведение, где убивали новорожденных? Предположительно, так и было. Тут находилось специальное место для умерщвления детей. Я не отрицаю, что сейчас это звучит дико. Однако во времена Древнего Рима ребенок сразу после рождения считался неодушевленным. И если отец его не признавал, то младенца можно было умертвить. Тем более, что младенцы были одного возраста и без признаков болезни или пороков развития скелета. Поэтому катастрофы, такие как эпидемия, война или голод, в которых можно было бы ожидать диапазон возрастов, сразу исключается. Кроме того, анализ показал, что младенцы были совершенно здоровыми, и на момент смерти им было меньше недели. Так что же это было за заведение? Наиболее распространенная версия связывает найденные останки с действовавшим на этом месте публичным домом. Предполагается, что эти младенцы были рожденные женщинами, работавшими там. Мальчиков убивали сразу же после рождения, девочек же, возможно, оставляли в живых, чтобы в будущем они продолжили путь их матерей. Однако это лишь одна из версий. Не исключено, что заведение имело иное предназначение, да и мотивы детоубийства могли быть другими. Кричащая мумия. Египет. Большинство египетских мумий выглядит безмятежно, но у одной из них на лице застыло такое выражение ужаса, что все это время не дает ученым покоя. Мумию обнаружили довольно давно, во время раскопок 1935 года в Дейр-эль-Бахари, недалеко от Луксора. Предполагается, что это была женщина, которая скончалась 3500 лет назад. Она лежала в деревянном гробу под гробницей Сенмута, древнеегипетского зодчего и государственного деятеля времен правления женщины-фараона Хетшепсут. Имя покойницы не было указано на саркофаге, но археологи предположили, что она была из окружения Сенмута. Эта мумия поразила ученых лицом, искаженным жуткой гримасой, широко открытым ртом, будто застывшим в мучительном крике. За это ее прозвали кричащей.
Но почему она кричит и выглядит так жутко? Поначалу специалисты решили, что такое выражение лица стало следствием некачественного бальзамирования. Внутренние органы не были удалены. Также выдвигалась гипотеза, что бальзамировщики, выполняя свою работу, не особо старались. Например, они не подвязали челюсть умершей. Высказывалась даже версия, что такое выражение лица ей придали намеренно. Но это было бы очень странно. Древние египтяне уделяли повышенное внимание тому, чтобы человек в загробной жизни выглядел красиво. И только новое исследование ученых показало, что женщина скончалась в сильных мучениях, либо же испытала сильный эмоциональный стресс в момент смерти. Из-за спазма ее лицо приобрело именно такое выражение, а бальзамировщики, вероятно, не смогли закрыть ей рот. Сразу после кончины тело окоченело. Мумии из Килакитсока, Гренландия. Килакитсок – заброшенное поселение в Гренландии на полуострове Нуусуак. В 1972 году там было найдено страшное захоронение. В ледяной могиле древнего поселения находились мумии 6 взрослых эскимосов и 2 детей, 8 замерзших мумий, погребенных под грудой камней. Они не были мумифицированы намеренно, но благодаря ледяному климату Гренландии тела сохранились в отличном состоянии. Используя рентген и другие методы, чтобы не нарушать целостность мумий, ученые смогли определить дату захоронения. Приблизительно 1475 год. 6 женщин, маленький мальчик и младенец представляли собой одну большую семью, живших и умерших вместе. Однако самое шокирующее открытие заключалось в том, что младенец был похоронен заживо. Но почему? По предположениям ученых, он, скорее всего, страдал от смертельного заболевания и был похоронен заживо по воле его родственников. Хотя не факт, ведь традиции коренных жителей приполярных районов Гренландии того времени диктовали, что в случае смерти матери ее маленькие дети должны были быть похоронены вместе с ней, даже если они совершенно здоровы. Страшно? Не то слово. Но эти люди верили, что кроме матери о детях некому было позаботиться, поэтому они должны быть вместе с ней. Сейчас вы можете увидеть эту страшную находку 6-месячного ребенка и 3 женские мумии в Гренландском национальном музее в Нууке. Человек из Граубалле, Дания. Человеком из Граубалле назвали одно из наиболее хорошо сохранившихся болотных тел. Тело было обнаружено 26 апреля 1952 года в торфяном болоте в Дании, в окрестностях Силькеборга. В целом, мумифицированные тела, найденные в болотах, не такая уж редкость для археологии, но это тело уникально. Человек из Граубалле узнаваемый благодаря своей яркой рыжей шевелюре, один из самых известных болотных людей. Его волосы и ногти идеально сохранились. Различные способы исследования показали, что он жил в Европе в период Железного века, примерно в 300 году до нашей эры. В момент гибели ему было приблизительно 30 лет. Он обладал ростом около 175 сантиметров. Его одежда не сохранилась, истлела. Также ученые смогли установить причину его смерти по находкам, собранным на теле и вокруг него. Судя по большой ране на шее от уха до уха, похоже, его принесли в жертву. Кроме того, у него оказалась сломана нога, что, по предположению ученых, произошло уже после его гибели. Череп человека из Граубалле был слегка деформирован, либо из-за давления торфяника, либо из-за того, что на болоте велась добыча торфа. Если уж взять во внимание более масштабные данные, то Дания занимает одно из первых мест в мире по количеству болот и найденных в нем тел. Многие из них прекрасно сохранились в течение долгих столетий, словно законсервированные в кислотах, выделяемых торфяным мхом, живым фундаментом этих топий. Большинство тел были найдены случайно при добыче торфа в 1800-1960-х годах, когда он еще использовался в Дании в качестве топлива. Как они там оказались, почти все они погибли насильственной смертью. У некоторых на шее были затянуты петли, у других было перерезанное горло. Жуть, да и только. Туринская плащаница, Италия. История плащаницы начинается примерно в 1350 году, когда она принадлежала французскому рыцарю Жофруа де Шарни. После многих перипетий в 1532 году она была повреждена во время пожара и в 1578 году перевезена в Турин, где и хранится до сих пор.
Что же это за артефакт? Туринская плащаница представляет собой очень древнее льняное полотно размером 437 на 111 сантиметров. С близкого расстояния оно выглядит как обычная, посеревшая от времени ткань, но стоит отойти на расстояние 50 метров, и глаз начинает различать две бледные фигуры, обращенные друг к другу головами. Фигуры изображают лежащего человека. На одной половине со сложенными на груди руками, на другой половине со спины. На теле видны следы распятия и многочисленные кровоподтеки. Никто из исследователей вот уже 100 лет не может сказать, каким образом отпечатки появились на ткани. Но в то же самое время многие христиане считают, что именно в это полотно завернули тело Иисуса Христа после смерти. Но есть загвоздка. Оно не упоминается в Библии. Каким же образом возник этот отпечаток? Вплоть до 20 века загадочный феномен воспринимался как чудо. С развитием науки появились возможности изучать ткань и проводить сложные исследования. Казалось бы, разгадка близка, но нет. Тайна Туринской плащаницы по-прежнему не разгадана. Сегодня плащаница хранится в Туринской церкви святого Иоанна Крестителя, в специальном киоте, на 99,5% заполненном аргоном. Это защищает реликвию от микроорганизмов. Но увидеть ее не так-то и просто. Демонстрация столь древней реликвии требует соблюдения множества условий. За последние 50 лет плащаницу выставляли на всеобщее обозрение всего 5 раз. Последний раз в 2015 году. Кодекс Гигас или Библия Дьявола. Эта книга – крупнейшая средневековая рукопись. Ее высота составляет 92 сантиметра. Ширина 50, а вес 75 килограммов. Библия Дьявола овеяна мрачными легендами о сговоре с темными силами. Известно, что Кодекс Гигас, вероятно, был написан в начале 1200-х годов в бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице. Вероятно, вся работа была проделана одним человеком, на что потребовалось от 20 до 30 лет. Однако есть и другая версия. Согласно преданию, грешный монах по имени Герман якобы заключил сделку с дьяволом и создал этот гигантский текст за одну ночь во избежание ужасной судьбы. Но насколько эта история соответствует действительности? А может, эту Библию написал сам сатана? Исследователи считают, что, скорее всего, если не будет новых открытий или сам дьявол не заявит о своем авторстве, тайна написания Кодекса Гигас так и останется нераскрытой. В Кодексе Гигас содержатся тексты, которые не входят в каноническую Библию. Помимо Ветхого и Нового Заветов, рукопись включает несколько других книг и трактатов. Также в кодексе присутствуют иудейские и христианские тексты об экзорцизме, заклинания и ритуалы, которые не встречаются в традиционной Библии. И самое главное, в огромной Библии имеется полностраничное изображение хозяина преисподней во всей красе. Есть и еще кое-что. Фактура почерка и графики рукописи кажется полностью однородной на всех 320 страницах. Это за 20 лет. Представляете, за десятилетия ни разу не дрогнула рука монаха. Ну и как не назвать эту книгу дьявольской? Сегодня самый большой в мире рукописный средневековый манускрипт находится в Королевской публичной библиотеке Стокгольма. Карантинная больница и кладбище. Мексиканский залив. Пока некоторые морские археологи пытаются найти Атлантиду, их коллеги ставят перед собой куда более реальные цели и добиваются куда более впечатляющих результатов. Например, у побережья Флориды нашли затопленный остров, а на нем подводное кладбище и карантинную больницу XIX века. Согласно заявлению Службы национальных парков, исследователи Центра подводных ресурсов Юго-Восточного археологического центра во главе с аспирантом Университета Майами сделали открытие во время изучения местности в августе 2022 года. Рядом на архипелаге из 7 коралловых рифов находится ныне покинутый форт Джефферсон. Форт был построен в 1846 году и был важным стратегическим центром. Изначально он служил защитным сооружением для американских военных, а в годы гражданской войны его оборудовали под тюрьму для политзаключенных. В 1860-х годах на островах построили карантинные больницы из-за вспышек желтой лихорадки, куда свозили больных, в том числе и из тюрьмы. По официальным документам, на затопленном кладбище могут быть похоронены десятки солдат, рабочих и заключенных форта. Ученые рассчитывают, что находка поможет узнать нерассказанные истории этого места. Погребальная камера с заклинаниями от змей. Египет.
Пару лет назад археологи обнаружили в египетской провинции Асьют погребальную камеру времен Среднего Царства, датированную 20 веком до нашей эры. Без сомнения, это было магическим открытием, ведь археологи нашли древнеегипетскую камеру, заполненную заклинаниями для отпугивания змей. Даже звучит зловеще. Гробница расположена на глубине 15 метров под комплексом пирамид и царским некрополем Абу-Сир и принадлежит царскому писарю по имени Джехутьемхат. Он умер в первом тысячелетии до нашей эры в возрасте 25 лет. В погребальной камере был обнаружен большой каменный саркофаг, украшенный иероглифическими надписями и художественными изображениями божеств египетской мифологии и религии. Но нас интересует северная стена гробницы Джегутьемхата, которая содержит длинную последовательность заклинаний, применявшихся для защиты от укусов змей. Дело в том, что змеи были одной из опасностей, с которыми часто сталкивались в Древнем Египте, поскольку они встречались повсюду. Также египтяне верили в существование загробного мира и в то, что там тоже можно столкнуться с опасностями. Вот для чего нужны были в гробнице защитные заклинания. Кроме того, древние египтяне считали, что упомянутые в магических текстах змеи могли служить защитниками умершего и его мумии в царстве мертвых. Младенцы в шлемах из черепов. Эквадор. С 2014 по 2016 год международная команда археологов проводила раскопки в Саланга, ритуальном комплексе в центральной части Эквадора, и нашла там то, от чего волосы встают дыбом. Датируемый приблизительно 100 годом до нашей эры, ритуальный комплекс Саланга был местом погребений культуры Гуангала. Среди 11 скелетов оказались 2 младенца, на черепа которых были надеты другие детские черепа. Так что лицо погребенного смотрело сквозь прореху в черепной коробке. Одному младенцу на момент смерти было 18 месяцев, и на него напялили череп ребенка 4-12 лет. На голове второго малыша 6-9 месяцев череп ребенка 2-12 лет. Как вы понимаете, возраст шлемов определен не точно, так как зубы, самый надежный маркер, отсутствуют. В обоих случаях черепа плотно прилегали к головам младенцев. Вероятно, останки старших детей были еще свежими, благодаря чему кожа и ткани скрепили кости вместе. Но зачем нужно было это делать? Археологи не могут дать точный ответ, почему детей было похоронено именно так, однако предполагают, что это может быть связано с ритуальными обрядами культуры Гуангала. В древних культурах Южной Америки человеческий череп считался мощным оберегом, поэтому ученые предполагают, что в данном случае такие страшные головные уборы могли быть попыткой защитить невинные души детей. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И не забудьте поделиться в комментариях, какую находку археологов вы считаете наиболее жуткой.